Здравствуйте. Мы сегодня, друзья мои, будем с вами смотреть целое кино. Только кино необычное, а из жизни настоящей. Я в гостях у легенды Камбоджи, по-другому нельзя назвать. Это Вибол. Вибол, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что согласились на интервью. Да. Вибол – человек, который прошел очень много. И я сегодня постараюсь расспросить обо всем. Поэтому Хорошо, оставайтесь, друзья, с нами. Вы на канале Галя из Камбоджи. Я Галя, и вы такого точно не слышали. Вибол, скажите, пожалуйста, вот очень интересно, я хочу сначала начать. Я-то знаю вашу жизнь немножечко, да, а зрители не в курсе вообще. Угу. И вот с самого начала, с рождения. Да. Да? Где вы родились? Я родился в 1966 году в Пномпене. Друзья мои, здесь я хочу сделать небольшую вставочку. Я сейчас монтирую это интервью и хочу сказать, что получилось оно морально затратным и для меня, и особенно для Вибола. Он хотел рассказать эту историю так, как он ее прожил, и он имеет на это полное право. Да, конечно, я подготовила вопросы, хотела все последовательно спросить, но в некоторых моментах у нас получилось, может быть, немножечко не друг за другом, да, может, немножко с перебоем, но в какой-то из периодов нашего разговора я просто перестала задавать вопросы и только уточняла некоторые моменты. Поэтому, друзья, предлагаю вам к просмотру то, как у нас это все получилось, а точнее просто подряд. Я просто записывала весь разговор подряд. И если вам удобнее, включите, пожалуйста, субтитры, и тогда на русском языке, и тогда вам будут те слова, которые они непонятно звучат, вы их можете прочитать. Хорошего вам просмотра. А вот моя семья, то есть родители, они работали при Королевском дворце. Ух ты! Да, там работал дед. Там он работал как советник протокола. Ничего себе, Да. то есть у вас семья такая, да? И мать, вот, она тоже закончила учебу, там работала, вышла замуж. Угу. И семья, конечно, очень богатая. Дед мне говорил, что 5-е поколение уже работали, поэтому говорит, если хотите, у нас в стране будет революция, то красные, то есть у нас обозначает красная, это коммунистическая власть. Мама нужно уехать во Францию. Мать говорила, что я не могу ничего вас бросить. И мы так жили. У нас дома, прислуги, там все. В Пномпене? Да, в Пномпене. И потом в 1970 году, это 18 марта 1970 году, у нас в стране произошел переворот. В 70-м еще? Да, выгнали короля. Это на Родом Сянду? На Родом Сянду выгнали. В это время, когда он был в Москве. Нашу семью переехали в Батамбонг. Батамбонг, да. Это недалеко здесь от Сием-Рипа, да? Вот туда, от Сием-Рипа. В Батамбонге мама, она еще работала заместителем губернатора. Я чуть-чуть остановлю, да, то есть ваша семья была близка к королевской семье, работали, и когда короля выгнали, мы переехали переворот, в Батамбонг. Вы все, кто работал с королем, связаны были? Всех отослали? Мы не знаем. Или вы добровольно уехали? Мы добровольно, когда сами уже короля нет, мы уехали в Батамбонг. Мы жили в Батамбонге. А в Батамбонге мать работала заместителем этого губернатора. И потом в 17 апреля 1975 году, когда Пол Пот пришел во власть, то есть убили отца. Сразу в этот день? Да. Нет, через 7 дней. А как это было? Вы помните смотрите, этот день? Убили отца через 2 дня. Потому что когда мы сразу, когда Пол Пот пришел в власть, нас сразу выгоняют в деревню.
Мгм. Мама говорит, поехали, поехали. Отец говорит, куда поехать? Я из школы, э, сейчас вспомню. Когда я из школы, вот мы так приветствовали, Пол Пот, когда пришел Батамбонг его власть ночью. Мгм. Мы ночью приветствовали, что мир уже закончился, гражданская война закончилась, Пол Пот Но это пришел там в был власть. Лон-Нол до этого. Лон-Нол, выгнали Да, Лон-Нола, то есть да. я чуть-чуть Да. рассказываю зрителям. То Да. есть в 70-м году Лон-Нол захватил власть. 18 марта 70 году Лон-Нол выгнали короля, пришел Норором Сенука, он пришел во власть. Да, пришел во власть Да. Лон-Нол. Это Лон-Нол. еще не Пол Пот, Да, да. генерал Лон-Нол. Он правил 5 лет. Тоже С Америкой, жесткий был, с Америкой, да. очень жестко. Очень жесткий Очень жестко. Потому что были Пол Пот партизане. И гражданская война ужасная была. Ночью мы даже не смогли спать. Америка ночью, я не знаю, как правильно, бомба, который светит, освещает нам, все видно, и начинает бомбить. Я просто еще обращу внимание, да, историческая такая линейка, Да. что это период, конец уже практически Вьетнамской войны. Это уже нет Вьетнамской войны. Мы победили Пол Пота 17 апреля 75-м, а вьетнамцы победили Южного, то Америка, только 30 апреля. Только 30 Мы раньше, да, Да. в 75-м. Мы 17-го, они 30-го. Ну, я имею в виду, что период правления Лон-Нола, Да. это Вьетнамская Да, война еще да, идет. Почему да. Америка и бомбила Камбоджу? Да. Вот я к чему. Я видел, когда Пол Пот пришел во власть, то со мной учили, что дети богатые, Мгм. они расстреляли детей. Расстреляли Да, детей? да. Бабушка увидела, прибежала помочь детям, которые Пол Пот расстреляли. И убили они сразу мою бабушку Это возле школы? возле школы, ну, возле дома, потом. Там банки возле дома Да, бабушку? да, То есть да. отца убили через 7 дней, а бабушку... Сейчас, я сейчас расскажу. Потом, когда дедушка увидел, что стреляли бабушку, он прибежал туда, и его тоже сразу убили. Мама на работе. Вот. И я вернулся, сразу прибежал домой. Электричество отключили, у мамы было 5 детей. Я старше. Вы старше. Да, я старше, мне уже где-то лет 10. Мгм. Если 11, когда был Пол Пот. И убили, когда я вернул из школы, у меня 2 сестры еще. Одна старшая после меня и вторая младшая. Еще брат и младшему брату. Младший. 2 брата, Ага. да. А младшему было 11 месяцев. То есть он совсем малыш. Совсем малыш. Мамы нет, он не вернулся домой. Попозже она выгнали из дома. Потом отец вечером пришел. Отец был военный, полковник. Я говорю, отец, поехали. Нас выгнали, там объявляют радио, там телевизор, там особо не работает, только радио, которое мы можем включить, там батарейку. Отец говорит, а мамы нету, куда поехал? Я говорю, отец, поехали, нас выгнали. Я видел, там все убили, бабушку, дедушку уже убили. Поехали. Вы видели прям? Я видел. И отец говорит, нет, потому что у нас богатство в доме. Мама может прямо говорить. С 5-го поколения мы накопили 100 килограммов золота. 100 килограмм золота. Да. Получить. Отец не мог вывести. Потом говорит, нет, я должен вывести. И потом вечером отец пришел, я говорю, поехал, он не поехал. Мы сдали маму. С этого момента я маму свою не видел. Отец не поехал, потом через 2 дня, вот через 2 дня, Пол Пот объявил, так, ребята, там, господа, Мгм. те, кто 5 лет проработал с Лон-Нолом, сдадите оружие. Мы строим новую Камбоджу. Мгм. Отец, он не согласился убежать, и он поехал сдавать оружие. Мгм. Потом Пол Пот объявил, что всех их должны расстрелить. Всех, кто сдал оружие. Те, кто сдал, те, кто лоновские солдаты. То есть его из Батамбонга привезти район, называется, там возле Тумакола.
его там убили. Убили отца. Через 2-3 дня примерно так. То есть отец, дедушка, бабушка. Бабушку в это время. Отец, бабушку сразу убили. На второй, после ночью пришел у нас и Первый день. завтра уже убили. А эти, отец, наверное, 2-3 дня. Вот когда мы еще не убежали от Батамбока, от провинции Батамбок, и его забрали, везти туда, я забыл, убили его там. И потом нас забрали на поезде, возили в Вас это кого? семью. А сколько, кто остался? Все дети? Да, все. 5 детей и мама? Да. Мама Маму нет. вы не знали? Я про маму Всех потом... детей Да, забрали, всех а детей вы забрали. старше? Да, И вам 11? да. Нас забрали в Ном Атипадай. Там, где много убили. Забрали туда. То есть первые дни убили больше всех? Всего людей? Убили все. Первые дни расстреляли из города. Из города, да? Убежали. А отца, бабушку, дедушку убили. Отца, когда он пошел сдавать оружие, его забрали, расстрелить. Да. Мы попали туда. Нам не давали пить, кушать. А куда вы попали? В лагерь В какой-то? лагерь. Да? Да, это там очень много лагерь. И у меня брат, который 3 года, через 2 дня он умер. Через 2 дня без воды? Маленький, без воды, без молока, 11 месяцев. И потом нам не дали кушать, это маленький, 3 года, он говорит, хочу кушать. И вот на моих руках мама, папа, и он умер. Вот. Остался только я и сестры. 2 сестры? Да, 2 сестры. А потом старшая сестра, она очень капризная, потому что семья богатая. Вот. Сестра где-то лет 9. Это старшая. Здесь спрашивают, кем работали ваши родители? Почему вы не кушаете? Она говорит, папа, кем работал? Все сдала? Да, мама, кем работал? А Бабушка, сколько дедушка. ей лет было? Где-то 9. Она не понимала, да? Не понимала. Ну, естественно, откуда Да. она должна была? И у них Пол Пот, такие солдаты, возраст даже не 13 лет, а возраст где-то бывает 11-12 лет, такие молодые. Они послушают, как шпионы. То есть там, где вы сидели, дети Да, разговаривали, да, там были шпионы, там были красные шпионы, камеры, да, вот да. эти дети. Да, дети. Мгм. Он побежал доложить, что вот там Из богатой интеллигентной семьи. семьи. Мгм. И потом подошли старшего с автоматом, говорит, у вас семья богатая. Вы покушайте, ждите нас, мы вас повезем туда, в другой концлагерь, где вас хорошо кормят. Я знаю, что нас будут убивать. Они, когда богатая семья, они сразу. Вы уже все догадались или вы... Я что-то уже знали догадался, заранее? я видел уже все. Уже Если видели. узнал, там сразу. И он поехал. Побежим куда-нибудь. Я не кушал, их забрал, и мы убегали. Мы убегали, и потом мы туда не по дороге, а туда, где озеро Тенлиса, Мгм. где джунгли. По этой лесу мы бегали. Ночью кушали, нет. Эти плакали, я говорю, не плачь. То есть И вы я- втроем, да? Втроем. Я По начинал лесам. их вылавливать им. И вылавливать им крыс, змей. Это сколько прошло дней с начала, 17 апреля, вы когда убегали? Я когда убил от концлагеря, где-то через 7 дней. То есть неделя Неделя, всего, и да. жизнь кардинально Да, изменилась. все 380 градусов сразу Обалдеть. меня. Ой, я не могу. блин. И мы кормили их пиявых, змей, улиток, Все, что крысы, нашли. то, что нашли. А рыбы же много было. Рыбы много, я боялся это пиявок, очень много пиявок. Ага. И когда мы пили воду, когда в апреле месяце сухо, Сухо и Я она ломать- стоячая. вода даже да, я ломал эти стебля лотоса, нет. Мгм. чтобы через этот трубку Да, через пили, да, трубочку. чтобы не со... Не заразиться, да. Нет, чтобы не со пиявками. Без пиявок, Да, что без ли? пиявок пили. И ночью мы туда
поднялись на банян дерево. Там очень много этих, корней. Мгм. Много было леопард. Леопард? Кабаны, да, которые разорвали труп ночью. Там, короче, везде В мы общем, проходили. было много мертвых, да, и поэтому звери пришли. Очень много. Убили каждый день. Непонятно, кто кого чего убили. Они говорят, Онка сказал. Кто Онка? Онка это организатор. Да, Анка это Да. организация. Кто командовал, непонятно. Убили через трубу, мы там ночью спали. Я их ночью привязал к дереву, чтобы не упали. То есть вы на ветках спали? На ветке спали. Не упали. Комаров много. Так леопард же мог на ветках. Они эти, банян такие мелкие Да, корней, Да, они да, не да, могут там вот туда так залезть. свисает, Туда. да. Не да, не могли. И мы попали в концлагерь. а как вы попали? Ну, мы Вас поймали? бегали. Нет, мы бегали, дошли. А, Там вы сами никто вышли? никого не считает. Ага. Там сколько людей, чего-то. Там Ага. просто мы поменяли одежду, там мы попали. И мы когда попали в концлагерь, Пумником, тоже в провинции Батамбо, мы попали туда. А сестре, которая младше, я подстригал как пацан. Мгм. А старшая, она уже, видно, что это женщина, Девочка. она в женском концлагере. Мы её в мужском отделили. отделили. То есть, когда Пол Пот нас разгоняли из городов, они дали там деревни, дали там. Мы в основном жили в школах, концлагеря. Потому что там есть забор То есть или это монастырь. деревня, да? Деревня, да. Это деревня, Да. в которую согнали всех Да, людей да, да. и селили в Да, школы жили- или в храм. Да. Там в основном мужчина отдельно, женщина Мужчина отдельно, отдельно, по возрасту. Старшие, которые ничего не могли работать, они должны нянчить детей, которые, малолетки. Мгм. А родители должны идти работать. Это до скольки лет ребенок? Ну, то есть со скольки лет работать уже выгоняли? Мы с 6 до 16 в концлагере уже работаем. А, 6 лет Работа. уже на работе? Да. Утром нас гоняли навозы забрать, навозы, вот, нести на плантацию. И с плантации риса на суше. Болото вот такая. Там сколько детей? Там нету соли, нету одежды, нету питания, ничего нету. Сколько утром дети умерли от голода. Плакали, кричали, мы на земле спали, там такие сыновки крыши. Мгм. Мы там лежали. Я просто французский мешок. Мгм. Я сделал там одеяло. Мгм. Мы там укрылись. И сколько эти блоки. Ночью не давали спать. Спать не Да, не спал. Я даже иногда с трупа снял одежду, постирал с крови, там оделся. Потом моя сестра, которая старше, 9 лет, мне говорит, вы старше, идите там работать. Там у вас в монастырях, в храме, должны поджигать папирусы, там веды, То есть литературу религиозную. религиозно, Мгм. все должны сжигать. А я просто древний папирус, я спрятал. Ага. Я брал листья пальмы, когда Пол приходит утром, мы начинаем сжигать. Прям сам Пол Пот приходил? Нет, солдаты. Солдаты Да, приходили. солдаты. Вот. И я там остался где-то недели 2. Мгм. А младший, который как пацан, я оставил там у друга. Я Ага. поехал туда. Вот. Утром мы там в другом месте мы срубили растения, потом смешивал навозы, делать удобрения Мгм. в ямку. Там тоже вечером, каждый вечером собрание. Просто вечер Да. собрания. Вечером собрание, и на нас смотрят, товарищ идите сюда. Кем работали ваши родители? Учителем, доктором, военным. Вопрос то, что спросил, должны отвечать да. Всегда. Да. Не надо, не отказывать. Там все равно тебя не отпускают. Вот особенно они солдаты, 13-16 лет. Если девушку, не дай бог, они насиловали. Насиловали? Да. Потом вырезал печень, Зачем? джорк, печень, они жарят, кушать. То есть у тех, кого надо было казнить, они Да, вырезали кого печень наказать, да, и ели ее? делали.
И эти, Джордж, они делают настойку. У меня начальство, ее зовут Дин, я помню до сих пор, Дин. День это девочка? Девочка, да. Красный Она, цвет. да, когда она пила настойка, и зрение ее стало очень Хороший. красным. Красный. Красный. Вот, если она увидит там пацаны, ну, 16 лет, она позвала не спать. Если не спит, А ей сколько лет было? ей, наверное, лет 30. А, то есть это женщина? Женщина, да. Вот, когда я вернулся обратно в концлагерь, младшая жива, а старшая в другом концлагере. Я обычно после работы ночью я бегал ее кормить, чтобы не видели. А где вы брали еду? Я оставил то, что у меня... Вам давали? Да, давали. Там тростника, пища. Я когда туда... Вы видели мою сестру? Они говорят, какая сестра? Вот такое имя. Просто мы поменяли имя, чтобы они... Потому что у нас каста, не каста, все равно имя деревень и городские, они разные. Какая сестра? Ну, вот моя сестра. Какая сестра? Мальчик. Вас нету? Нет, старше. У вас старше. нету несколько дней, она уже умерла от голода. Умерла сестра. Я просто расстроена, но я не должен показаться себе, что я там был. Меня могли бы убить. А в моем концлагере там не давали кушать, потому что они говорят, мы 17-го, то есть на Промпимеса, это 17 апреля, они старше, они революционеры, они вот это движение Пол Пота участвовали, они главнее. Вот. И потом сестра умерла. В моем там каждый день по 2, по 3 дня, по 2, по 3 человека. Потому что мы 17-го. Концлагеря 17-го, если 17-го, это апреля, месяц освобождения. А они старше, их не трогали. 370 человек, которые были со мной. Знаете, сколько? Сколько? 17. Из 370. Из 370. Умерли все. Обалдеть. И вы в этом 17? Я и сестра выжил. Младшая сестра? Да, младшая сестра. Потом в Батамбонге я просто риса забрал. Я увидел эти опоры, говорит, убежим на запад, убежим на запад, убежим на запад. Вот так кричит. И потом мы не знаем, куда бегать. Вьетнамские войска вошли уже в Батамбонг. И танки там все. Это в 75-м уже? В 79-м. Под 9-м. 79-м. Да. По-моему, или 7-го они были в Пномпене, 79-м. Потом в Сiem Reap 10-й. Потому я ни даты, ни число, ничего нету. Вот, приветствую, аллилуйя. Я со сестрой думаю, что куда нам? Мамы нет, семьи нету. Давай в монастырь пока. И сразу через 2-3 дня есть советские, ну, был Варшавский договор, там здесь Румыния, Венгрия, Болгария, Польша, Югославия пришли. Мы получили сладости, мы оставили там. Я сестру говорю, поехали домой, может быть. Кто-то, Батамбонг, в провинции. Может быть, кто-то жив, ну, мама найдем. Сестра говорит, зачем? Перестрельба ужасная. Особенно вот вокруг города. Давайте здесь оставим, может, тут чуть позже поедем. Но я согласился, что мне делать. Это вам уже 16, да? Да, мне где-то 16 лет. Я остался там. Потом в воскресенье есть такой старый велосипед. Я сестре говорю, ты оставайся здесь, а я поехал на рыбалку. Первый раз в моей жизни, когда я там в себе там поймал очень много рыб на озере, когда 3 года, 8 месяцев, 20 дней. 4 года никто не вылавливал, никто не кушал. Это столько Пол Пот правил? Пол Пот правил 3 года, 8 месяцев, 20 дней. Пришел во власть 17 апреля 1975 году, и вьетнамские его выгнали
7 января 79, 75 по 79. Ездил на рыбалку. Где-то в часа 3 я вернулся, кричал: сестра, сестра, много рыб я поймал. Жалко, что я тебя не забрал с собой. Бегал, искал, ее нету. Все, разыскивала, никто не нашел ее. Рыбу я все раздал. Потом через 2 дня ребята ко мне прибежали, говорят: кто-то утонулся, посмотрите, вот видно только спину, лицо уже вниз. Я туда посмотрел, а я проверился по одежде. Это моя сестра. Обалдеть. Утонулся. То Один есть все остался. закончилось, Да. и утонулся. она утонула. Да. Остался только я один. Она пошла за вами, что ли? Да, нет? Никто про это не говорил. Наверное, бегал со мной и утонулся. И потом, что мне делать? Монахи там, я когда ее поймал из воды, эти рыбы съели ее всех тело. 2 сутки. 2 суток. Да, да. Ну, я потом кремировал и забрал ее прах с собой. Я говорю: ты пойдешь со мной. Я к маме пойду. Туда по дороге меня позвал: оставайся жить с нами. Оставайся жить с нами. Я не оставался ни с кем. Вот. Пришел к себе домой, в моем доме заселено 5 семей. Обалдеть. Никого Ой, я не там. могу. Это история. И я говорю: вы видели мою маму? Нет. Вы видели маму? Нет. И что мне делать? Меня пускал к себе домой. Я думал, что я буду жить у монаха. Мгм. Я оставался у монаха. Монах меня хорошо кормил, одел, там все. Я в школе учился. Через несколько лет только, когда СССР восстановил телебашню, Мгм. я видел, что там по телевидению каждый час объявляют, кто кого ищет. Ага. А я видел, что моя мама мне искала. Обалдеть. Я сразу поехал. Она не потому, что она уже в Пномпене. Ага. Я когда приехал к маме, говорю: мама, она там уже несколько лет не видел друг друга. После Пол-Пота, до Ну, Пол-Пота, взрослый, да, и все. Я уже большой, а она меня, я ее знаю хорошо, она не знала меня. Ага. И мама говорит: ой, сын, ты живой, там все, плакала, там. А я спрашиваю: а ты где была? Она спрашивает: а где остальные? Мгм. Где остальные? Я ей рассказал так по порядку. Бабушка, дедушка расстрелили, отца убили. А я спросил: ты где был? Она говорит: ее когда забрали с города, она с работы, ее сразу забрали и вывезти в концлагерь. И ее полюбил солдат полпотовский, Мгм. начальство. И она там жила, была возможность, она убежала в Таиланд. Мгм. В Таиланде французский журналист, ее забрал работать Красный Крест. Мгм. Потом она Нашел. вернулась, да, она работала в Пномпене, моя мама работала Совет министров, Ага. работала там. Вот плакали друг долго, и она говорит: сынок, тебе надо еще в школу учиться. Но я пошел учиться в школу. В 85 году мне ровно 19-20 лет. Мгм. И мама говорит: ты у меня единственный, который будет продолжать рода, но тебя обязательно требует образования. Мгм. А ее брат работает в управлении финансовым, в военном финансовом Мгм. управлении. Он говорит: ты будешь в СССР. Потому что Езжай в СССР. в СССР Ага. ее старший брат, он убежал в Америку. И мы про него не можем говорить, если у нас есть родственники на Западе, то сразу у нас всех. Ага. Поэтому я поехал в СССР учиться. Дядя меня отправил очень много денег советских, потому что у нас было есть советские торговые центры. Мгм. Вот, по 2, по 3 тысячи рублей он отправил. Ого. Советские. Я там крутой учился. Я поступил в 85 году в Симферопольском военном
Симферопольский. Да, Симферопольский. Симферополь Да, учили. да, да. Покажете, как живете? О, Очень интересно. очень грязная, нищая. Ну, вот так есть. Сразу прибедняется. Просто Любовь. никому убрать. Мама старая. Женской руки не хватает. Не хватает, в доме. да. Ну, так хотя бы Вот чуть-чуть взглядом. Беседка. Беседка. Вы Это- тут живете с мамой вдвоем? Да. Летняя кухня. Готовите там, да? Мы здесь готовим и там тоже готовим. И там готовите. Тут в этом доме 4 кухни. 4 кухни. 7 туалетов. Ого. Бедно, говорит, живу я. Очень. И вот такие дома 3 пролета. Ага. Вот здесь обычно гости приезжают, тут живут. То есть это, собственно, 3 отдельные квартиры. Да, вот так. Там Ага. есть отдельная кухня, Ага. запах. И туалет, да? Туалет, кухня, туалет, Мгм. комнаты. Вот. Ее же можно сдавать отдельно, да? Да, можно сдавать отдельно. Но вообще вот такая вот вид построек жилища в Камбодже принято. Да, Потому что чтобы живут, никто никому не да, мешает. как бы все вместе, но отдельными семьями, да? вот То есть могу могут... показать мамину комнату. А мама не против? Нет. Ну, мы, конечно, заглянем. Вот мама. Нарисуп. Это мама Бибола. Да, Как зовут? 91. Как зовут? Сукхан. Субхан. Я. Нарисуп. Ха. Да, Вот мама здесь. все пережила. Мгм. Да. Холодильник, кухня. Холодильник вот здесь. Скажу, пройдите сюда. Ага. Ну такая. Блин. Вот здесь она готовит. Да, кухня вот отдельная. Вот стиралка, там Горная, готовит. стиральная машина есть. Ну, здесь просто уютно вести на Женской самом руки деле. нету, И всё. все. Понятно, Бабушка что старенькая. бабушка. И то уютно. Настоящий кхмерский дом. Он Да. без... Лакунчаран. А я живу А Вибол живет вон в этой в комнате. комнате. Ага. Мама говорит на иностранных языках? Она уже забыла. Забыла? Да. А на каких говорила? На французском. На французском, да, Да. говорила? Вот это вот гостиная Вибола. Я просто вынесу все мебели туда. А вот это молодой Вибол. Красавчик какой, посмотрите. Мгм. Это как для духа. Ну, мамы так. Да, для духа. А здесь китайская, что ли? А моя мама, ее мать китаянка. А, Отец у вас китайские корни. Да, Ага. метиска. Мгм. Бабушка китаянка. То есть вы Я у на, вас здесь и китайские праздники я на отмечаете? китайском маминый язык я могу говорить. А, здорово. Вибол, вы полиглот. Вот Комната холостяка. свинья. Вот, без уборки. Вибол говорит, убраться надо, я говорю, не надо. Так что вот как есть. Вон туалет отдельный. Да, тоже. отдельный туалет. Это важно, Да, кстати. да, кухня там отдельно тоже. Ну, Отдельная здесь кухня. не будем снимать, никто не убирает. Хорошо. Да, А вы выбирали куда или вас просто отправили? Нас Отправили. просто отправили. Вот, учился там. Но у нас были группы. Вот это зенитчики, вот, автомобилисты, танкисты, пехоты, Мгм. инженеры. Я инженер Мгм. учился. Военную. Военный инженер, да. В 87 году я приезжал домой, повидал маму один раз. В 88 году я закончил военное училище по специальности. Ну, инженер. У меня Ага. красный диплом. Вау, Вот. класс. Показал маму, о, радовался, сын хорошо учился. И я сразу работал в инженерном управлении. Как Инженерном вы управлении. русский выучили? Я, ну, вроде, я ни одного языка, кроме кхмерского. Мгм. И когда учился, через 6 месяцев у меня преподаватель, она была молдаванка, Мгм. а отец был военный переводчик русско-французский, вот, Мгм. французский язык. Вот. Я через 6 месяцев узнал, что она плохо по-русски Говорит. говорит. Потом, те, кто у меня русский язык, я, наверное, память очень хорошая. Ага. Я помню фамилию офицеров. То есть вы там, в Симферополе, Да, учили Симферополь, да, русский язык да, выучили? первый там. В первый И год учили? без переводчика, без словаря, там просто подвижения. И быстро как-то учить детей, которые
начинается. Ага. Некоторые мы спрашивали старше, там, некоторые слова. Просто технические слова показывают, это как называется, это как называется. Быстро вот так. Вот, 3 года я закончил, вернулся сюда работать. У нас в управлении были 3 полки, 3 бригады, 3 бригады. Бригада. Саперная бригада, мостовая и дорожная. Мгм. То есть мы много разминировали. Я был начальником технической части То есть вы занимались разминированием мин, мин, да? строили дорог. То есть на базе там УАЗики, КРАЗы, Урал, СССР много помогал? да, ОССР много помогал. И эти, Т-54, чтобы толкает трал, мину Мгм. трала. Вот. ГАЗ-66 мы бурили скважин воду для обеспечения армии. Короче, я перевернул там КАМАЗы, самосвалы, катоки, бульдозера, эскаватора. Мгм. И у меня Виктор, тоже мой советник из Прибалтики, Мгм. работал вместе. Учили людей, ремонтировали там все. И я, поэтому в моей жизни я очень сильно, вот СССР это моя родная вторая Страна. страна. Я очень любил и люблю. Друзья, вы на канале Галя из Камбоджи. Я Галя. Я сегодня в гостях у удивительного человека. И, пожалуйста, история здесь, конечно, поразительная. Лайк с вас обязательно, или болу, это будет очень важно. И чем больше людей увидит эту историю, тем больше шансов, что такое не повторится. Поэтому пересылайте это видео вашим друзьям, комментарии, чтобы как можно больше YouTube показал другим людям. Спасибо. Работал потом в 92 году. Я Втором? когда в 92 году. Ага. Мама мне отправила телеграмму. Да, раньше нет телефона, чтобы звонить. Отправила телеграмму, что мне плохо. Я говорю, думаю, почему моя мама плохо? Сразу сел на УАЗ в мае месяце. Мгм. Вот это я уже начинал верить в Бога. Вот дорога. Я поехал. У меня вода попала в карбуратор. Ага. И машина не работала. Вьетнамские войска проехал. По этой даже дороге просто объехал, Ага. проехал, куда где-то 100 метров. Вот заминировал. 5 штук друг на друга против танков мины. Обалдеть. Они оставили на взрыватель эти 50 сантиметров палку. Ага. Металлоискатель берет 15-20 сантиметров. То есть не найти. Не найти. Взрыв. Весят. То есть Машина. это вы должны Я были должен быть. поехать. Я подумал, ой, Бог здесь на свете. Вернулся к маме. Был, по-моему, воскресенье. Мама не возила в Пномпень подстригаться. Там купила одежду. Говорит, у тебя только военная одежда. Надо вот офицерская, такая гражданская. Купила. Потом вечером мы поехали в ресторан. И мама мне говорила, сынок, завтра твой день. Я говорю, что мой день, мама? Жениться. Вау. Я говорю, мама, нет, я не буду жениться, у меня работы очень много. Я должен служить родине, я не буду жениться. Нет, я уже пригласила 1000 гостей на свадьбе. Ничего себе. Что делать? Мама говорила, надо. После свадьбы, я когда, это интересно. Я говорю, мама, если мне не нравится, я выполняю, но я с ней жить не буду. Она говорит, понравится, я выбирала тебя. А вы не знаете, Хорошая. кто? Друг друга мы не знали. Я когда, как только ее увидел, я чуть не сдох. Не Мне понравилось. понравилось. А Мы- вы ей? Она тоже. Мы когда после свадьбы, мама на свадьбе сразу подарила документы, подарила дома в Пномпене. Ага. Там подарил дом, и говорит, вот у вас дом, живите. То есть она на первом, я на втором. Так вы вообще там в лесах разминируете. Да, когда она на первом, я на втором. Мы поменяли через месяц, где-то полгода. Мама узнала, что мы Не живете. вместе. Ага. Она приехала ко мне,
бросил пистолет, говорит, убей меня и реши сам, если не хотите вместе. Обалдеть. Пришлось вместе, но Нет, не везет в этой жизни с ней. не сложилось. Да, у не вас. сложилось. Сыну 2 года, мы разошлись. То есть у вас сын все-таки родился? Родился сын. Вы специально для мамы Да, постарались? да. Сын 2 года, мы разошлись. Разошлись. Да. И когда мы разошлись, она тут такая же. Она никогда не пишет, не звонит. Такая, понимаете? Вы ругались или Мы вы не, просто вообще не общались? просто не общались. Когда я встретился с ней 2 раза, она вышла замуж в Америку. Мгм. В Америку Да, уехала. в Филадельфию. Она мне говорит, если ты продашь дома, там, свою плантацию, вот, езжай туда, я буду тебя принимать. Мгм. Но Так если- она же замужем. Если ты не будешь приезжать сюда, я буду выйти замуж. Она предупредила. 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 А сын с кем был? Сын с ней С ней. в Америку 9 лет. Ага. Вот, он получил грин-карт. Грин-карту. Потом приехал ко мне. Ага. Сейчас он на заправке работает. Я Ну. строю ему заправку. Вот так. Молодец. Да. Мгм. И мы- Мама старалась все равно против меня, чтобы я больше не женился, чтобы всегда с ней. Но она, А почему? Вот, она как вы ее думаете? любила. Любила ее? Да. Прям вот маме приспичило, Мама- чтобы та Да, была? да, только там. Больше ни с кем. Ну, А почему? мадам должна готовить. Мадам должна стирать, убирать. Нигде сняла, там все оставила. Наконец-то комната спальня. Это собственное. Все равно. А я мужчина, все равно я старался. что-то. И вот такая. В общем, не выполняла она домашние Да, обязанности. домашние обязанности никогда не делала. Ну, потому что и любви не было. Да. А вот интересно, ну, как бы это вообще принято было, что мамы... У нас в Выбирали. основном тут родители выбирали. Выбирают. Да, родители выбирают. То есть, если даже вы вообще ни в какой, ну, не лежит душа, Да, все равно. все равно. Все равно эта традиция до сих пор. Вот сын, иногда он привез ко мне вдову. У меня единственный сын, Вдову да, привез. вдову, Ага. который много детей. Вот приезжать, лежать, кушать, там, не помогать ничего. Она приезжает, что ее родители, братья, сестры, родственники, человек 20. Мгм. У нас пенсия, у меня $210, у нее 300. Мы просто на жизнь не хватает. Ну, да, $500. Если в я принципе. буду кормить других, чем будем кормить? Ну, да. Электричество среднее каждый месяц 500 тысяч реал. 500 тысяч это 100 Это долларов. 125. 125 долларов, Да. да. Вот. Мгм. Пенсионер. Потом этого холодильник, стиральная машинка. Ну, я знаю, как здесь тратится электричество. Да, очень дорого. Да. Я говорю, сын, я не принимаю. Мгм. Все равно вот эта традиция, которая сложена уже. А вы ему не находили невесту? Я находил, но он не хотел. А он не хотел. Да, он говорит, это моя жизнь. Не трогай И меня. вы на своем опыте решили не мешать им. Я нет, а бабушка, А бабушка хочет Да. заженить. да. Вот такая. Бабушка, мама, Мама. Григола жива. Да, Жива ей сколько лет? 91. 91 год. Вот там она в комнате Но сейчас в комнате отдыхает. отдыхает. Ну такая капризная. Вчера гуляла, я приготовил там рыбу пожарил, мясо там, тушил там все. Я поехал в, ну, не тюрьма, там понимали, узко, туда. Искал маму, нет. Куда-то. Телефон звонил, она оставит телефон. Специально, что я ей не позвонил, она оставит телефон. Но она в комнате. в добром уме, она все понимает, добром да? уме, То есть да. у нее нет До болезни. 9 вечера вернулась. А где была-то? Барай. Восточное водохранилище. Ну, водохранилище? Да, туда гуляла. Пешком. Нет, на машине с кем-то поехала туда. И не предупредила Не вас. предупредил. Вот такая мать. Капризная. Вот. А я просто, у меня, ну, когда уже мы разошлись, когда я уже на пенсию, я уже устроен работать в парламентарии. Здесь, В Пномпене. в Пномпене. Да, Мгм. поэтому я- Парламентарий, да? Да. Поэтому я Это что постоянно такое, простите? парламент. А, парламент, Да. то есть правительство. Правительство. Поэтому я постоянно встречи там с правительством. То есть вы шишка Да. С камбоджийская. Медведевым. С Медведевым Да. встречались? С Лукашенко. Вот. Ой, фотография. Да, Лукашенко. Вот. Много-много там. Здесь подарки в комнате. То есть много я
Мы были когда советские друзья. Вот, я пропустил. По-русски никто не говорил. Ага. Вот было в феврале, по-моему, 87 году, когда на 27-м здесь Съезде. КПСС. Ага. Я был с делегацией Вау. комбатистской, туда участвовал, сжимал свою руку с Горбачевым. Обалдеть. Когда он принимал, там 16 стран были социалистические эти республики. Мгм. Было. Это подарок от бывшего президента России. Оконный ряд этот тарелка с Ага. покрытым золотом. Ага. Отскоблить можно. Да. Охотный ряд, смотрите. Оконный ряд. И сертификат к ней, да? Да. Это вам когда дарили? Когда он здесь был. А, здесь был, да? Да. Ага. Полихромная позолота написано в сертификате. Вот так вот. И эта фотография Да, вот я. Вот. Вибол. У нас гид. А еще есть что-нибудь? Ой, Мне искать надо, да? искать надо. Ну ладно, пусть будет хоть. Я просто не приготовился к этому. Ну ладно. То Вот есть так. Вы В жизни занимали очень- здесь высокую должность, да? Да, А в каком году вы вот вернулись, да, после обучения? Это 87-й, по-моему. 87. 7-й. Вы вернулись, работали на разминировании, Да. а потом в Пномпене уже Потом, высокий пост да. в каком году заняли? Я там где-то после свадьбы. Это когда? Когда уже мы разошлись, и у нас в 93-м году уже в Ага. стране выбор. Король вернулся. Король вернулся. В Пномпене были две партии. Угу. Есть королевская партия, Фон Сен-Пек, и народная партия, народная революционная партия. Это где И Хун Сен? Хун Сен, он во втором месте. Угу. И я решил, что там уже в армии, когда уже две партии работали, я ушел оттуда, я в парламент Парламент. устроил, да. Да. Ага. И до какого года вы там работали? До 2007 года. 2007. Да. А вы помните, когда Помню. словили Пол Пота в 96-м году? Я в это время я особо не посмотрел, но говорил, что когда его решили поймать в 96-м или 98-м, да, В 98-м умер. он инфаркт, Ага. умер, его сжигал на шинах. Да, Но на его шинах, слушай. могилу я был там, смотрел. Могилу Пол Пота я посмотрел. Зачем вы туда ходили? А я когда ездил на границу, решил заехать посмотреть. Там, когда люди туда ездили посмотреть, играть казино на Мгм. границе, они, если цветы могилу Пол Пота, сразу говорят, выиграет казино. Цветы на могилу Пол Да, Пота? могилу Пол Пота. После того, что он все сделал? Да, да. А сейчас Минтуризма его строили, там крышу, там сделали. И кто-то ходит туда? Ходят. Зачем? Те, кто поехал играть в казино, они То обязательно есть это заехали. примета такая? Да, Не потому, что они не уважают потому, что Пол он не Пота. уважает, да. Я надеюсь, просто очень. Или Я не есть знаю. все-таки такие люди, которые считают, Есть что... у меня даже знакомые, я купил плантацию, там, знакомые, если я про пода, мы слово употребляем апод. То есть апод, это оскорбление Ага. полпота. Вот. А, Они сразу его защищают, они говорят омпот, это это дядя Полпота. дядюшка Пот. Дедушка. Вот так. Есть люди, которые уважают Пол Пота. Они говорят, Пол Пот, он уничтожил свое. Уничтожил там Ну, как- эксплуататоров. Да, как у нас Типа, да, Россия, да. революция, Революция, была еще, да. да, в Российской империи. Но я российская, там, и революция, депрессия, там все равно не до Пол Пота. Не так, как здесь Да. было. Я смотрел даже, когда фашисты, они там арестовали те еврейцев. Мгм. У нас хуже, у нас Хуже было. жестче. Вот так. Ну а что здесь? Поставить просто стоечки, Да. красоту навести, зато вон какое рисовое поле шикарное. Очень Hello. интересная локация. Мгм. Локация интересная. Да. Красиво. Деревня. Да. Можно я вам вопрос задам? Но он
Такой, наверное, будет, может, лично, если что, не отвечайте, Мгм. скажите. Вот, вот эти вот дети маленькие, которых забирали сначала там в школу, они же не сразу стали вот такими, да, палачами. Нет, сразу. Сразу? Сразу. прям? А как Сразу. это могло произойти? Вот жили люди нормально в семье, рис сажали. А, Это, я просто хочу сказать, это неграмотный слой Да, населения, да, да. то есть самые низшие слои Они, населения. как только 17 апреля Пол Пот пришел во власть, Мгм. до 20 максимум, из всех городов отправляют в деревню. Из городов В выгоняли, деревню. Да, в деревню, там деревня. Не сразу там дома строятся. Мгм. Некоторые, они строят концлагеря, ну, палаты. Мужчина там, выйти замуж, не выйти замуж. Вот мужчина, вот здесь живите. Женщина, вот тут живите. Старший, вот тут живите. Мгм. Дети отдельные, Отдельно живут. да, живут. То есть Отдельно. мужчины и женщины. Мужчина отдельный, раздельно. да, раздельный. Да, И да, дети от 16, от 6 уже Ага. отдельно. И их куда? Их в красные кхмеры записывали? Не красных кхмеров, просто они, вот, допустим, вот это лагерь для мужчин и Мгм. детей. Вот лагерь для женщин и детей работает одинаково. Одинаково. Кормят. На 100 человек нам дали 5 килограмм риса. Только бульон. Ну, вода с рисом. Вода с рисом. Без соли. Соли даже не давал кушать. Тут столько всего растет. Попробуй, там, допустим, манго падает. Взял покушать, ты нарушал культурную революцию. Я помню один раз, это его зовут Чен. Я говорю, Путин. Это Чин, который начальство. Чен это мужчина. Он что-то украл. Но он Что-то украл, он взял, что на Он земле взял и лежало. кушал. Да? То на земле лежал. Да. И она говорит, сегодня после обеда не ходите на работу. У нас будет концерт. Мгм. Я помню, какой концерт, боже мой. Во стране нет электричества, нет рынка, нет религии, ничего, нету министерства. Жили, как говорит АМК, организация, и так и сделали. Какой концерт? Какой концерт? Я старший. Я быстро побежал поближе туда, где смотрим концерты. Я не знал. И они говорят, так, товарищи, то, что мы вам дадим кушать, это положено. Не воровать, даже красный перец. Будете воровать, вы нарушаете культурную революцию. Вот вор. Я смотрел на него в шортах, без рубашки. Мгм. Лента на глазах, привел его к дереву и руку вот так затянул сильно. Мгм. Говорит, если кто будет воровать, вы будете как он. Раз, вытаскивали эти нож, его печень врежали и нам показывал. Ужас какой. Это за то, что он Зато манго он, собрал? да, он нарушил культурную революцию. И поставил варит, там или жарит. Но я уже упал. Все. Я когда проснулся, сестренка говорит, ты представляешь, нас оставили кушать. А я спрашиваю, ты кушал или нет? Она мне говорила, я только очередь я маленькая. Но ребята постарше, они пошли кушать. А я тут туда уже чуть не подошла, уже все съели. Закончил. То есть Закончили. заставили есть печень? Да, Вора. двора. И вот этот рядом, где я жил, там они сделали такое специально, как Полпотовская тюрьма. Мгм. Я вижу, они включают музыку, громкость, микрофон. Я понимаю, что они включают там? Посмотрел туда. Видел солдаты. У них одежда черная. Смотрят солдаты. И они говорят, оставляйте детей здесь. Привезли родители. Родители, мама с детьми говорят, оставляйте детей здесь, идите работать. Мама не согласна оставлять. Ну, она знала, что если дети здесь оставят, то все, не все увидите. пропадают. Не согласна оставить. Отобрал за много от родителей. И голову по деревам сбили детей, убили детей. Просто один раз показали, все Да, остальные да. оставили. Оставили. Мама сопротивлялась. Там иногда бросал туда вверх, автомат туда. Вот этот нож автомата Мгм. убили. Мама сопротивляется, сразу с мамой сразу Мгм. убили.
убили, не похоронили нормально. Там чуть-чуть землю насыпал. И на следующий день, когда уже ноги, руки торчат, там ходил на работу через это все. Там же запах. Запах. Я ночью спал. Подумал, что-то у меня ужасный запах. Потому что должны были быть болезни развиваться. Ну, а что делать? Я, Ну, собственно, да, вы я сказали, был- что все да. умерли, 17 Да. человек осталось. я выехал что-то, почему у меня вот какой запах рядом. Ночью собака перетащил такой сухой труп ребенок рядом со мной. Короче, чего-то я не видел. Короче, ужас. Ужасно. Ну, и Ужас. вот вы мне рассказываете, вы же мне это уже рассказывали, я Мгм. как бы уже не все, конечно, но Да. слышала эти истории, но оно все равно для меня это как кино, вот у меня фантазия хорошая, у меня Мгм. сразу же как кино, картинка проходит, ну, вообще сильно не верится, да, исходя из нашей сегодняшней реальности, что такое могло быть на самом деле. Да. Но у меня все-таки и очень часто вопрос задают, вот эти вот люди, которые начали все это делать, это что же кхмеры? Это вот соседи примерно, да? Когда Пол умер, уже как национальное примирение. Примирение. Мы простили все. Вы простили. А Простили. они почему это делали? Я знал, что Они боялись? кто-то моего отца Ага. стрелял, убил мою семью, трогал. Вот. Это я видел, его зовут Бин. Убин. Мгм. Он убил 5 человек. До сих пор у него Не в себе. не в себе. Он говорит, если я не убиваю, если не убил человека, меня убьют. То есть они боялись. Боялись. Ну, мне просто интересно, извините, что я докапываюсь, Да. потому что хочется все-таки хотя бы одну причину узнать, Не, почему простили это все. Даже мы случилось. вместе, я много здесь в Анкоре таких людей. Вы знаете, кто Да, был знаю, красный? кто, да. Ну, все молодые. Молодые Вот это я, сейчас возраст, как я, где-то Ага. 60. Ну да, Вот, да. да. То есть тогда они были детьми Да, еще. были детьми. Вот. Я когда с работы вечером, тоже помню, это он Лаост. Его зовут Тапал. Поймали Тапал, он украл что-то. Маниока. Мгм. Ну, такие растения, которые Да, можно как варить. картошка. Да, как картошка. Его поймали, и бабушка Сэм, она не 17, она уже революционерка. Мгм. Она говорит, вот ты можешь его убить? Я уже, мне пришло в голову, что я буду его убить. Говорит, если ты его не убьешь, я тебя убью. Я не знаю, как выбор, но потом что-то отвлекал, я уходил, и она командовала другого. Вот. И много раз там был. Я когда бегал кормить старше в другом Мгм. концлагере. И попался в этот солдаты. Мгм. Ходил. Тростник, такие, как палки, мне по голове сбили. Я подумал, что я уже пса. Что уже Да, убьют сейчас. да. Нет, убил, я уже в что- сознании. Ага, почему? Вот потом утром что-то у меня голову сильно болела. Сразу побежал на работу. Они нас не помнят. Они Молодые, вообще не умеют читать. Сколько людей там. Нет. То есть красные кхмеры это набирались туда. Они Те, кто- добровольно туда шли? Они выбрали семьи, которые бедные, Которые бедные, которые не которые не образованные. образованные. Да. Мгм. Ну, раньше мы жили, было нет такое разделено, что богатые, бедные. Мы все жили одинаково. Ну как, у вас 100 Нет килограмм дома, золота нет, дома было? я имею в виду при Полпоте. При полпоте. Да. Нет такие дома отдельные. Они загоняли в какой-то район, там, со палаты, Ага. жили в палатах. И такой домик, там 4 на 4 метра на всю семью. Мгм. Они, если деревянные дома, они сразу разрушили это дома и строят маленькие будки. Живите в семье. Там нету кухни, там нету, ничего нету. Они кормили по всей стране в столовой. Ну, вот эти вот... Столовой, похлёбки. да. Ну, вот такой вот дом. Так, уважаемые невесты незамужние, жених у нас не бедный, как он говорит на самом-то деле. Хозяйство есть у вас какое-то? Пойдем. Пойдемте. Мгм. У нас здесь ураган начинается. А Да, это у нас ваш сезон работник ходит, Это приемный сын. приемный сын.
Откуда у вас приемный сын? А я там человек 7 я забрал из дом сироты. Это когда было? Когда они родились только. Это 30 лет назад. 30 лет назад. Все 7 с вами жили? Да. Вот сейчас женились. Один он женился, но он утром на работе он ко мне гранит. То есть у вас не один сын, а 8? 8. Детей. Родной только один, Родной а один? так еще 7. А это что, не родные, вы их вырастили? Да, я ее вырастил. Вот. Они помогают? Не, очень. Не приезжают? Нет, А почему? не хотят. Они все говорят, что семейные так, Кровь? работать, Работает? работы много. А А. тут я держу дикие, Ага. вот, Ой, уточки. индоутки. Индаутки, смотрите, какие зайки. М. Ой, хорошие какие. Свиньи. Это кто такой хороший? Привет. Привет. Как зовут? Нет, Нету имени? нет имя. Вы его съедите потом, да? Да. Правильно. Не надо давать имя тому, кого потом вы съедите. Это все мамки. Скоро Мам. будет дорожать. Ага. Это эти. Там родились все, вот там куда-то гуляют. Да, я видела, когда приехала, Мгм. малыши бегали. Привет, мамки. Это папа. Ой, папа какой. Ну, папа. Кабан. Злой. Злой, да? Да. Ты злой. А глаза добрые. Такое Это вот сын хозяйство. работает. Ага. Он женат? Женат. Дети? Нет. Внуки Нету у вас? детей. Нету еще, да? Ну, будут. Что Вот вы продаете? это его рука. Камней Ага, он камни. делает. Да. Эти горные хрустали. Горный хрусталь, ага. Аметист. Осетрин. Красота. Так что, друзья мои, кому нужны камни, пожалуйста, тоже квиболо. Это все камбоджийские. Да, все здесь добывают. Вот Место. это не граненые. И вы делаете здесь Вот огранку здесь оно, тоже, да? вот, огранка. Ага. Или ювелирные изделия тоже Нет, делаете? только- Только огранку, да? Не, ювелирные, когда заказывают, Мгм. гранит. Здорово. Вот так живем. Вот так вот, ребята, видели? Камушки, пожалуйста, тоже к Виболу вопросы. А вы давно камнями занимаетесь? Да, давно. Вот. Ну, уже В общем, Вибол, а вы жениться-то хотите? хочу. Хочу русскую. Русскую? Да. Русские женщины. Русские женщины это золотые руки. А вы бы забрали Домашние. ее сюда, в Камбоджу, Если согласны. если согласны? Да. А сами бы поехали? Нет. Нет. Холодно. Холодно вот Не это. могу там жить. Так что- Вот деревня. Друзья мои, вы смотрите, мужчины симпатичные, в расцвете сил, богатые. Приборочку, и вы у меня уже смотрели, как быстро можно покрасить за недорого. Все, Да. ремонт сделать быстро в Камбодже. Да, можно. ремонт. Хозяйство есть, руки И есть. руки есть. Так что пишите Виболу. Пойдемте прятаться, а то нас сейчас дует. А Кунчаран. А Да. правда эта история, что детям в ладошки наливали? С собой должны брать ложку Ага. или чашку. Если нет, то ладошку. Кипяток. Давай, кипяток. Чашку брать, туда рис белен. Короче, издевал как будто Ужасно. не семье. Не семье. Ужасно. Когда вернулся обратно, мы с другом спрашивали, как бы семьи были потеряли. Ну, сейчас я Мгм. всех, кого знаю, здесь вот среди нашей тусовки гидской, да, Мгм. среди водителей, у всех есть. У всех Ну, есть. то есть нет ни одного человека, кого бы это не коснулось. Да, Ни да. одного. Но моя семья очень ужасно пострадала. Очень пострадала. После Пол-Пота никого А нет. это в каждом лагере такие ужасы были? Или было кому В повезло? основном. В Ну, основном. мы когда возили Патамбон, где там один район, который очень масштабно убили. И я там попали. Ага. Потом Атепадай. Короче, Да.
А вот скажите, а что тогда помогало вам держаться? То есть это же по факту можно с ума сойти, вот каждый день видеть смерти, или это все уже Привыкли сливается, уже всё, привыкаешь, да, да, к этому? привыкаешь. Как Первый раз- надежда была или были такие моменты, Никакой что надежды нет. никакой момент? Нет, То есть вы думали, что все умрут? все уже умрут. Я думаю, что все. Ага. Устал, сильно вкуса нету. Утром просыпаться без завтрака Мгм. на работу. А Нам- что делали-то на работе? На работу я таскал риса. Я Все сажали рис, да? все сажал риса. И я делаю такие специальные для хранения воды. Угу. И хранили воду. Да. В день я должен делать 10 метров. То есть Как траншею, да? не такую? траншеи, а Наоборот, наверх. наверх. поднимали, А, сопки. 1 метр, 1 метр Мгм. ширина внизу, а потом высота 70 сантиметров Ага. и ширина наверху 50 сантиметров. 1 метр 70 лопатой вы- сантиметров. Лопата. То есть Лопата. это физическая, Физическая работа, без работа. еды, без воды. Если ты не можешь На улице жара. делать это, тебя сразу... Если дает вот это работать в этом участке, 5 человек. Мгм. Но 5 человек не могут выполнять. Они убили одного человека, идите 4 человека вы должны выполнять. Ужас какой. Но все равно что-то внутри, я не знаю, вера в Бога, еще Нет, что-то. такого нету. Не было. Нет. Надежда, откуда вы Н- брали силы? эти нет. приходы? Ни Бога, ничего нет. Ни религия, никого нет. А вы лично? Лично я верю. Потому что моя семья верующая. Тогда вас что спасало? Украл. Чтобы выжить, украл. Там очень много в воде Мгм. креветки, А, то есть вы ели там да, тихоря? улитки, Ага. лягушка, рыба. Сырой кушаем. То есть Кушаю. пока вы Крабы. работаете, вы что-то... Мне пока не дали там, допустим, обед. Ага. После обеда съесть там, допустим. Отдыхайте минут 15-20, Мгм. чтобы нырнули, купались. И в это время мы нырнули и И ели. ели. Но чтобы они не видели. Видели. Да, не видели. Мгм. Если видели, все. Это самое страшное, это, ребята, это 3 ступени. Особенно китайской семье с нами. Там. Они не умели ничего добывать. Мгм. Очень Не много. местные. Не местные. Они очень много умерли. Очень много. Ужас. Вот одна семья осталась 1 человек. в семье. Так у вас двое осталось. У меня 2, а некоторые, некоторые осталось 1 человек. Один человек. Да. А семьи-то большие. Да, семьи большие. Бибол, а вот когда пришли вьетнамцы 7 января 79-го, вы Мгм. помните этот день освобождения? Я помню. Как это выглядело? Просто когда вьетнамцы вошли в Камбоджу, танки в основном, они ехали на танк, стреляли там все. Попот сразу убежал все. Мгм. Мгновенно они бросили там все, Все убежали. надзиратели ваши Да, все убежали. да, все убежали в границе с Таиландом. Ну, На то есть границе информации у вас нет Нет, никакой, ни ни никакой. радио уже не было. Таиланда. Ничего нету, ни радио, ничего нету. Мы просто видели, что они убежали. Что вы почувствовали? Почувствовал, что свобода уже Свобода? все. Да, свобода. И начинают там на ферме, там Мгм. коровы, там разделили, вот, риса. То, что Мгм. Пол Пот был, собрал. Мгм. Во время Пол Пота нет частная собственность, все Да-да-да, государственная всё. собственность. Мы разделили. А я просто с кем разделить? Чем мне там никого нет, один я остался, когда сестра утонула. Вот. Да. И куда люди шли? Вот вы выходили из лагерей просто... Да, кто с кем-то, кто-то к себе родной дом, кто-то там, Страшно было? Ну, то есть вы понимали, что происходит или я нет? понимаю, там Что все страшно. свободно Да, можно идти? да. Или никто никому не верил? Пока ничего не верю. Просто когда мы разбегали, там все, Пол Пота нету, власти нету. А Вьетнам могло быть пришли. такое, что вот среди людей, которые возвращаются, там красные кхмеры замешались, притворялись? Они в основном все убегали. Убегали, Пол да? Потовские. Некоторые, если никто не успевает убегать, их убили сразу. А, их убили. Да, Ну, их убили. люди бы узнали. Да. Они убежали в Таиланд. Эти сейчас полпотовские люди, они эмигрировали там, когда ООН помогал в Америку, М. в Австралию, То есть во здесь в Францию. стране их В почти стране никого почти, нет. да, всех забрали. Как беженцы. Ага. Удивительно, конечно. А как люди
Чем они вообще занимаются? Работы нет, электричества нет, власти государственной никакой нет, помощи мы нет. просто- Что вы делали? Мы риса ничем шлифовать. Мы копали котловану, потом еще туда рис и палку сбить. Да, Я, кстати, видела Да. такое, да. Палку сбить. И потом рыбу вылавливать. Там власти нету. То Никто есть не руководит, кто ничего как нет. мог? Кто как мог. Да, тот так Да. выживал. Да. Ага. Помогали люди друг другу? Это вообще как Ой, выглядело? люди раньше, не те люди, которые сейчас. Они очень помогали друг другу. Кто кого чего, что есть, да, да? у кого что-то есть, они разделили бесплатно. Мгм. Но были нет денег. Мы использовали рис Мгм. вместо деньги. Допустим, килограмм рыба, сколько-то рис. Сколько-то рис Да. меняли. Да, меняли. Там одежда, один комплект одежда, сколько-то рис. Мгм. Все на рис. А потом гуманитарная И- помощь началась. Да. На рис, после риса золото. Ага. То в Камбодже очень много золота. Мы Да. грамм золота там с чем-то купить. А ездим на рынок. А Здесь откуда золото осталось? Люди прятали? некоторые спрятали. Спрятали. Да, спрятали. А вы свое нашли? Или у вас Какое забрали? они забрали все. Всё забрали? Да. Забрали все. Мама говорит, 100 килограмм. Она говорит, если сколько бриллиантов, сколько там рубинов. 5 сапфиров. поколений. 5 поколений работали. накопили, работа. Было госслужащих при Народном Сянука, они очень большие зарплаты получали. Мгм. Здесь вообще в Камбодже и вообще в Азии часто бывает, да, что именно хранят деньги в золоте, Да, в прям золоте. вот в настоящем слитке золота. Золото. Да, не в банке, не в недвижимость, хотя в недвижимости тоже, в землях. Она купила В золоте. каждый месяц там Ага. слитки. Слитки. Я кого-нибудь накопил. Обалдеть. Сейчас купил участка там, Ага. недалеко. И все дома строил, чуть уже не до конца. Еще дом построили. Дом построил. Я говорю, мама, ты кому строил? Вам. Зачем нам? Ну сейчас мы, подождите, Вибол у нас холостой, Да. богатый, образованный. Не богатый, бедный Да, самый. конечно, просто тут женской руки не хватает. Мы еще сейчас женим Вибола. По-русски говорит прекрасно. Симпатичный. Старый Да уже. какой старый? По нашим меркам 60 лет не старый. И еще маме 92, Да. она гуляет, ходит. Гуляет. Так что еще жить и жить. А вы сейчас работаете гидом. Да. Мы, кстати, работали с Виболом в компании, да, вот до войны с Таиландом вместе Мгм. работали, только я работала первый день, когда мы встречались с границей, а Вибол на храмах. Да. Как вам? Нравилось? Очень, Очень. очень. Иногда в 2 смены Вибол Да. работал. Иногда по 2 смены. И вот до 88 туристов в За день. Да, за день. Как вам русские туристы? Разные. Но Разные? все равно мне интересно. Интересно Да. пообщаться. Я очень люблю Россию. общение с Россией. Это, Ну, в смысле, всех по-русски короче, говорить, я, да. когда я услышал русского голоса, это как свой родной. Как свой язык. родной. Да, заскучился по-русски разговаривать. И выводите индивидуальные Да, экскурсии. индивидуально тоже вожу. Ребята, в описании будет контакт Вибола, Telegram или WhatsApp. Можно писать? Телеграм, WhatsApp и Viber. И Viber. Пишите, Да. пожалуйста, напрямую Виболу, если вы Да. хотите на экскурсию с Виболом. Да. Камни, замуж, все, Вибола, пожалуйста, пишите все Плантацию напрямую. можем делать, посмотреть. Плантацию Да. съездить, посмотреть. Видите, дел сколько. Кабана покормить, Кабана покормить, дома убрать. дома убраться. Дом 16 на 19 метров. Еще один Надо там убрать. строится, между прочим. Да. Так вы богатый жених. Да, богатый жених. О, И гид тяжело. очень хороший. Тяжело. Да. Все равно. Это когда здесь туристы были такие. Средний в день 100 Мгм. долларов можем заработать. Да. А сейчас пенсия 210 долларов. Это Ну, очень тут, маленькая. знаете, в умелых руках с камушками. Тут чуть-чуть, там Там чуть-чуть. чуть-чуть. Так что нормально тут Да, можно да, развернуться. да. На жизнь-то точно хватает в Камбодже. Полно. Да, на Хватает. жизнь-то точно хватает. Друзья Да. мои, спасибо вам
за просмотр. Вибол, спасибо вам большое за вашу откровенность. Да, У меня, спасибо. я честно, я не знаю, как я буду это монтировать, потому что слезы лились сегодня. Такая жизнь, Жизнь вот ужасная, такая. да. Вот И такая счастливая тоже, да? Счастлив, очень счастливый, Очень да. счастливая. Бегали с принцами, учились вместе. Потом такая пропасть, потом да, обратно. Да. Вот Но тут я хочу сериал сказать можно. о семье, которые Мгм. выше вот эти, интеллигентные, семьи, которые высокие. Они после этого дети, без родителей даже туда поднялись. Да, Поднялись да. туда. А те, кто был Мгм. эти, бедным, нищим, Образование, после потому Пол-Пота что... также назад. Да. Хоть мы даем образование бесплатно, все равно не Да. хотят учиться. Все-таки семья важна. Да, Откуда? кровь. А кровь, окружение. Да, кровь. Поэтому Это у нас очень важно. родители, когда выбирают невесту, они смотрят не сколько поколения родителей. Смотрят, Да, смотрят туда. что Да, там было. Да, Поэтому выборные браки. да. Вот себя под ровень Да, стараются, да? Как русская пословица, яблоко недалеко От яблони от падает. яблони. Да. У нас очень много одинаковые. Да. Ну, так. Приезжайте. Приезжайте в Я с Камбоджу. радостью Да. вас буду вести на Пишите экскурсию. Виболу, пишите мне, можем вместе Мы можем скооперироваться, вместе, да, нет поехать проблем. куда-нибудь Можете вместе. индивидуально, можете набрать там группу, будет дешевле. Да, так что вы всегда рады? Мы всегда рады. Да. Спасибо. Спасибо, Пока-пока. пока-пока.